Несомненно, эти крупные птицы не относятся к самым опасным птицам, способным убить человека, но тем не менее их не стоит недооценивать. Пеликаны могут достигать размера почти в 2 метра, а их размах крыльев составляет 3,5 метра. Они могут вырастать до 13 кг в весе. Проблема пеликанов в Австралии. Работники городского совета Аделаиды весной 2014 года были предупреждены об опасных пеликанах, выхватывающих еду у людей во время обеденного перерыва. Но совет не предпринимал никаких действий до тех пор, пока в августе не стали происходить нехорошие моменты с этими птицами. Тони Шуман, который владеет развлекательным заведением у реки, сказал, что 2 пеликана были причиной большого горя. Он стал свидетелем нападений на детей, молодых женщин и даже своего пожилого отца. «Я на самом деле видел голову ребенка в клюве пеликана», – рассказывал Шуман. Он просто посмотрел на бутерброд, который ел ребенок, и подумал: «Я могу так же». Мы были настолько обеспокоены этими атаками. У его 90-летнего отца во время приступа птица жевала руку. Он сказал, что всего 2 недели назад он послал свое обращение сотрудникам совета по электронной почте, когда стал свидетелем другого нападения. «Это была девушка, которая на самом деле получила в нос клювом пеликана», – сказал он. Совет не воспринял достаточно серьезно эту историю. Шуман сказал, что его действия в поддержку своего персонала после установки знака о запрете кормления птиц серьезно помог. После городской совет Аделаиды все-таки решился на поиски и отлов, по крайней мере 2 пеликанов на берегу реки, которые по сообщениям угрожают людям и выхватывают пищу из их рук. Одного из пеликанов утром 6 августа поймали члены австралийской исследовательской и спасательной организации. Городской совет подтвердил, что пойманный пеликан был отвезен на остров Торренс, где он прошел восстановление перед тем, как был перемещен. Пресс-секретарь совета сообщил, что не обсуждалось, что птица подвергнется эвтаназии. После поимки пеликана нападения прекратились на фоне растущего количества инцидентов между крупными водными птицами и гражданами Аделаиды. Другой случай произошел с Джесси Уайт, которая столкнулась с агрессивной птицей на берегу озера Торренс, когда она проводила свой обеденный перерыв на зимнем солнце в том же году. Она сидела близко к пришвартованной лодке в парке, когда произошел инцидент. «Это был такой прекрасный день, и я просто подумала, что стоит выйти из офиса», – вспоминала она. «Я никогда раньше не сидела на Торренсе, и теперь не уверена, что вернусь туда. Эта птица просто решила, что она заберет мой обед. Женщина взяла с собой бутерброд с цыпленком. Я боролась с ним за бутерброд, потому что я не была уверена, что он будет еще делать, но он просто продолжал атаковать», – продолжала она. 30-летняя женщина получила небольшую травму пальца руки и была спасена прохожими. «Рядом был парень, он начал свистеть на птицу и пошел за ней и прогнал прочь», – сказала она. «Он сказал мне, что это 8-е нападение на этой неделе, когда он лично был свидетелем». Кевин Коллинз, старший член организации спасения фауны, сказал, что проблема вызвана стремлением людей кормить пеликанов. «Птиц приручили к пище, и думаю, что тот, кто ест пищу, не очень хочет делиться с ними», – сказал он. Колин сказал, что переселение не всегда эффективно, поскольку в большинстве случаев птицы прилетают обратно. «Боюсь, что эвтаназия в крайних случаях является единственным реальным решением», – добавил он. Последний случай нападения пеликанов на людей. 8 мая 2008 года женщине наложили 25 швов на лице после того, как парящий над водой пеликан врезался в нее в море у берегов Флориды. По-видимому, это произошло во время охоты на рыбу. Птица, которая умерла при столкновении, нанесла глубокую рану в щеке 50-летней Дебби Шоемакер, когда она купалась недалеко от города Сент-Питерсберг. Главный городской пожарный сообщил, что он никогда не слышал о том, чтобы пеликан ударил человека. Женщина вернулась домой из местной больницы уже на следующий день. В феврале 2010 года австралийский ведущий Стивен Джейкобс во время своего вещания находился в зоопарке Таронга в Сиднее. Он был на середине своего доклада, когда пеликан по имени Марни неоднократно покусал его за зад. Специалисты не знают, что спровоцировало нападение, но вполне возможно, что это произошло из-за того, что мужчина накануне съел рыбу. «Моя жизнь пронесла перед моими глазами», – сказал он. «Шквал перьев и птица напала из ниоткуда. И я сделал то, что сделал бы каждый уважающий себя человек. Я повернулся и попытался бежать,
Но в тот момент я понял, что птица загнала меня в угол, как во время борьбы на ринге. И вот тогда я решил позвать на помощь. Джейкобс также уточнил для людей, увидевших видео. Для всех телезрителей в Америке, которые могли подумать, что метеорологи в Австралии трусливы, я обычно не вижу, как 5-летняя девочка, но у меня в тот день был немного заложен нос. You love it. You love it. Джейкобс не пострадал во время нападения, но признался после прямого эфира, что заработал несколько синяков. В 2012 году в Турции на женщину, которая явно сидела за столом с группой обедающих коллег, внезапно набросились 2 пеликана. Первоначально может показаться, что одна из птиц заинтересовалась волосами женщины. Она пыталась схватить ее за волосы своим огромным ртом. Но потом птицы начали нацеливаться на руки и тело. Хотя вначале все это выглядело довольно нежно, но потом быстро стало ясно, что на самом деле птицы своими клювами стали щипать кожу женщины. После женщина вскочила со своего места, чтобы попытаться остановить нападение, но не так все просто. Подошел один из сотрудников ресторана и использовал подушку сиденья, чтобы прогнать животных и тем самым остановить нападение. 5 августа 2014 года возле нового моста в Аделаиде 2 рабочих из фестивального центра, пожелавшие остаться неизвестными, подверглись нападению со стороны 3 пеликанов. 2 женщины получили порезы рук. «Мы только сели на скамейку в парке и достали наши обеды, как они прилетели», – сказала одна из них. Это было очень пугающим, поскольку они были очень большими и не реагировали на нас. Местные власти по электронной почте оповестили руководство фестивального центра о том, что ими принято решение отловить пеликанов и переместить в город Трура, что и было сделано. На этом все о пеликанах. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока.